Сон – состояние, которое испытывают все люди. Считается, что сон является механизмом ремонта и восстановления организма. Однако в ходе сновидения человек может участвовать в различных событиях и совершать мысленную работу. В некоторых случаях люди во сне не только устают, но и получают повреждения, ведущие к заболеваниям. Время в пространстве сновидения протекает гораздо быстрее, чем в физическом мире. Сон, который по внутреннему времени длится дни и недели, во внешнем физическом пространстве может занимать несколько минут. Вообще, с точки зрения физиологии, сон делят на медленный, тело неподвижно, дыхание спокойное, и быстрый, движение глаз, частое дыхание, подергивание конечностей, шевеление. Сновидение спящий видит в фазе быстрого сна. Медленный сон соответствует состоянию ожидания. Активность правого полушария больше во время сновидения, а левого в состоянии бодрствования. Можно описать сон как включение сознания в систему. Это включение происходит через канал верхнего подключения. Система состоит из правых полушарий спящих людей, которые при этом интегрируются. То есть организм имеет два режима. Левополушарный режим бодрствования, предназначенный для набора энергии, зарядки батарейки, и правополушарный режим включения в информационные цепочки системы, когда наше сознание используется в режиме обработки системной информации. Тогда медленный сон следует рассматривать как режим ожидания, а быстрый как режим активной системной работы. Представьте себе непрерывный режим ротации, когда засыпающий переходит в правополушарный режим и формирует систему, а просыпающийся переходит в левополушарный режим и состояние бодрствования, связанное с получением энергии. В левополушарном режиме человек является личностью и обладает индивидуальностью. В правополушарном состоянии человек является частью системы. Отсюда разделение на эгоистов, левополушарные люди, и альтруистов, правополушарные люди. Эгоцентристы воспринимают себя отдельно от социума, системы и считают центром мироздания. Альтруисты, напротив, воспринимают себя как часть системы и понимают существующие в ней взаимосвязи. Эгоцентристы ориентированы на достижение личного успеха и готовы пренебречь интересами остальных людей. Альтруисты активно занимаются благотворительностью и охраной окружающей среды, так как не отделяют себя от остального мира. Во время сна все переходят в правополушарный режим, поэтому восприятие реальности у бодрствующих и спящих отличается. Кроме того, во время сна исчезает фиксация ТС, то есть изменяется позиция, из которой человек смотрит на мир. При этом можно рассматривать ТС как информационный вход системы. Различают три вида движения ТС. Первое – вертикальное, вдоль оси тела, вверх-вниз. Второе – поперечное, в горизонтальной плоскости, влево-вправо. Третье – относительно энергетического кокона, наружу-внутрь. При вертикальном перемещении ТС изменяется частота приема сигнала. Такое изменение фиксации ТС связано с переходом из одной касты в другую. Поперечное движение ТС соответствует изменению скорости течения времени. При центральном положении ТС время течет с обычной скоростью. При движении влево время ускоряется. При движении вправо замедляется. Движение ТС наружу от кокона вызывает смещение внимания в пространстве. Движение ТС внутрь кокона приводит к считыванию прошлых воплощений. Во время сна исчезает энергия фиксации и ТС перемещается. Вид перемещения зависит от характеристики канала связи с системой. Энергия фиксации ТС напрямую связана с параметрами левого полушария. Именно личность имеет касту, стихийный сдвиг и координату в пространстве. Правое полушарие представляет собой конгломерат из большого количества разных личностей, живших в разное время, в разных местах и не имеет четких параметров для фиксации. Поэтому при переходе в правополушарное состояние личность теряет четкие очертания. Само сновидение можно описать как появление в сознании человека некоторой информации при взаимодействии с внешним информационным каналом. Ключевым фактором при рассмотрении параметров получаемой информации является связь внешнего канала с зоной воздуха.
Эта связь позволяет считывать системную информацию, продуцирует вещи и сны, а также активизировать высшего союзника. То есть связь создает эффект гида, рассказывающего о будущем через пророческие сны. Кроме того, иногда во сне проявляются отражения, параллельные сознания, и тогда сны отражают некие параллельные реальности. На сновидение влияет физиологическое состояние. Так, сексуальные сновидения связаны с накоплением полового гормона. При интенсивной половой жизни гормон не накапливается, и сексуальные видения не возникают. Если человек плотно поел, то процесс переваривания сместит ТС вниз. Возникнут сновидения, связанные с действиями в физическом теле, телесно-ориентированные. Например, сновидения с военными действиями, сражениями и погонями. Если есть какая-то проблема, активное левое полушарие, то перейти в состояние сна правополушарное достаточно сложно, появляется бессонница. Для перехода в сон, ВЧ, связанный с зоной воздуха, необходимо не иметь перегруза внизу. Муладхара чакра активизируется физической мышечной активностью, Свадхистхана – сексуальной энергией, накоплением полового гормона, Манипура – перегрузкой системы пищеварения, Анахата – эмоциями. Вишудха чакра активизируется при решении ситуационных задач. Также ее активизируют мантры. Аджна чакра активизируется яркими зрительными образами. За полчаса до перехода в состояние сна происходит программирование сновидения. Если человек читает какой-то текст или произносит мантру, то активизируется вишудха чакра, левое полушарие и личность. Если рассматривать какую-либо картинку, мандалу, то активизируется аджна чакра, НЧ-зона правого полушария, зона Земли и подсознания. Если человек представляет себе некоторые символы, архетипы Юнга, то активизируется сахасрара чакра, ВЧ-зона правого полушария, зона воздуха. При активизации левого полушария сновидение может отображать события прошлого, зона воды, анахата, вишудха, или события настоящего, зона огня, вишудха, аджна. При активизации правого полушария в диапазоне чакр вишудха аджна, зона Земли, сновидения носят кармический характер, то есть отображают события прошлых жизней. При активизации зоны воздуха, диапазон чакр аджна сахасрара, сновидения отображают события будущего. Так можно управлять характером сновидения. Кроме того, существует состояние синхронной работы обоих полушарий. При этом в состоянии сновидения активизация правого полушария происходит просыпание, активизация левого полушария. Тогда возникает состояние осознанного сновидения, то есть бодрствование в пространстве сновидения. В отличие от объективного мира, связанного с состоянием бодрствования, пространство сновидения представляет собой субъективный мир. Бодрствование в пространстве сновидения дает магическую власть внутри этого субъективного пространства. При активизации зоны воздуха происходит внешняя проекция субъективного пространства. Можно сказать, что вокруг физического тела, существующего в объективном пространстве, формируется энергетический пузырь субъективного пространства. При увеличении плотности ментального пузыря происходит материализация мыслеформ человека в радиусе существования этого ментального пузыря, радиус личной силы. При подъеме ТС происходит увеличение плотности ментального пузыря, внутри которого сознание человека формирует реальность, аналогичную реальности пространства сновидения. То есть внутри ментального пузыря сознание человека обладает силой изменять мир так же, как это происходит в пространстве сновидений. Маги называют это состояние «сны наяву», так как это состояние близко ко сну и в зависимости от своего уровня могут производить определенное воздействие в этом состоянии. На уровнях 4.3 и 4.4 плотность энергии внутри ментального пузыря становится сопоставимой с плотностью энергии физических объектов, и возникает иллюзия материализации мыслеформ, то есть объект, который маг себе представляет, материализуется. Реально же материализованный магом объект нарисован его сознанием и является изображением
пространственным рисунком. Материализованный объект представляет собой 12-мерное изображение 22-мерных объектов. Объекты материального физического мира имеют 22 измерения. Наше сознание строит модели меньшей мерности. Сознание людей с 1 по 3 касты строит трехмерные модели. На уровне 4.1 анахата-чакра модели имеют 4 измерения. На уровне 4.2 вишудха-чакра сознание создает 7-мерные модели. На уровне 4.3 аджна-чакра 9-мерные, на уровне 4.4 сахасрара-чакра 12-мерные. Таким образом, материализованные внутри ментального пузыря объекты являются изображениями, а не реальными объектами. Можно себе представить проекцию зрительного образа из одного сознания, магического, в другое, обычное. Такая проекция называется иллюзией. Особенность иллюзии и ее отличие от материализации состоит в том, что материализацию видят сторонние наблюдатели, а иллюзию только тот человек, в сознании которого осуществляется проекция. К материализации относится и создание тела сновидения, то есть материализация в ментальном пузыре образа своего тела. Тело сновидения является объектом фиксации ментального тела и воспринимается окружающими людьми как конкретный человек, личность. Формируя во время сна тело сновидения в пространстве физического мира, маг переносит в это тело свое сознание. Являясь частью сновидения, тело сновидения обладает некими особыми свойствами. Про него говорят «не от мира сего». Такое тело может летать, левитировать или проходить через твердые преграды, или прикладывать сверхсилу. При использовании состояния осознанного сновидения маг может жить и тренироваться в пространстве сновидений.